Если вы хотите познать тайны Вселенной, вы должны мыслить тремя категориями. Категории энергии, вибраций и частоты. Никола Тесла. Нет ничего неподвижного. Все движется, все вибрирует. Один из 7 законов Вселенной – Гермеса Трисмегиста. Определенная частота звука, 528 Гц, формирует геометрически правильные узоры. Эксперимент кинематики, круги на полях, подсолнух. В мифологии многих народов мира, которые не контактировали между собой, мы встречаем поразительно сходные вещи. И речь сейчас не о упоминании про всемирный потоп и некого человека, который построил лодку, каноэ, ковчег и спас определенное количество живых существ. Речь идет про изначальный акт творения Вселенной. Например, у египтян в текстах пирамид сказано, что бог Тот создал Вселенную звуком своего голоса, а бог Птах затем взялся ее упорядочивать. Всем известное библейское «Искони без слова» тоже говорит о материализованной мысли посредством вибрации, так как любой объект изначально является лишь образом мыслеформой. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». В Индии считается, что звук Аум был первым проявлением неявленного еще Брахмана, давшим начало воспринимаемой Вселенной, произошедшей от вибрации, вызванной этим звуком. В Ригведе читаем: «Вначале был Праджапати, Брахман, с которым было слово, звук, и слово было воистину наивысшим Брахманом». По буддийским верованиям существует 4 мира. Мир страстей, мир форм, мир без форм и мир великого полного разрушения пагубных желаний, Маха-нирвана. Мир форм при этом – это мир, состоящий из тонкой субстанции, где доминирует звук. В даосизме бытует такое верование. Вначале была пустота, у-цзи, неизвестная. Из вакуума образуются 2 основные формы или процессы энергии – инь и ян. Комбинации взаимодействия инь и ян образуют ци-энергию или колебания вибрацию. И в конечном счете все, что существует. Эксперимент кинематики. Булатный щит русского воина. Барельеф из кафедрального собора в Вентимилье, Италия, 8-9 век нашей эры. Русская прялка, вторая половина 19 века. Индейцы Хопи рассказывают историю о женщине-пауке, певшую песнь сотворений над неодушевленными формами на земле, давая им жизнь. В традиции австралийских аборигенов звук диджерида участвовал в сотворении мира. Во многих африканских легендах различных племен рассказывается о том, что мир произошел из звука. Согласно священному тексту майя, Популь Вух, первым людям жизнь была дана исключительно через силу слова. В Полинезии и на Дальнем Востоке боги и богини ударяли в гонги или дули в раковины моллюсков, чтобы сотворить мир. Приведенные свидетельства являются одними из многих, говорящих о вибрационно-частотной основе бытия. Однако же красноречивее всего про это говорит нам народная символика, которую мы сейчас в изобилии рассмотрим. Также свяжем это все с самыми последними научными данными. Подумаем, как это древнее знание возможно применить в современных условиях. И просто понаслаждаемся красотой геометрических форм. Чтобы чересчур не перегружать вас информацией и дать вам возможность обдумать услышанное, этот материал будет разделен на части, на много частей. Потому что информации действительно много. Настолько много, что она уже еле-еле помещается даже в моей голове. Хотя я наивно полагал всегда, что она бездонна для информации. Кинематика и узоры на русских прялках. Для начала предлагаю ознакомиться, как именно частота формирует геометрически правильные фигуры. В 1680 году английский ученый Роберт Гук в Оксфордском университете провел любопытный эксперимент. Гук, управляя смычком вдоль края пластины, покрытой мукой, заметил, как изменяется ее форма. Позднее Эрнест Хладни, немецкий физик, в 1787 году повторил эксперимент Гука. Но при этом он экспериментировал с положением смычка, его длиной и шириной волоса и обнаружил, что определенная частота формирует геометрически правильный узор, что он и описал в своей книге «Теория музыки». Позднее эти рисунки на пластине были названы фигурами Хладни. В конце 20 века швейцарский ученый Ханс Йенни воспроизвел опыт Хладни, применяя современное оборудование. И вот что из этого вышло. Мы видим вращение галактик. А вот хребет, который формируется определенной частотой и при переменном воздействии приходит в движение. Существует 2 типа потоков – левосторонний и правосторонний, которые мы наблюдаем на булатном щите, барельефе и прялке. Это так называемая дуальность нашего мира – женское и мужское, созидание и разрушение, логическое и образное, свет и тьма. Обратимся к гению во всех смыслах этого слова. Пойдет налево – песнь заводит,
Песня – это аллегорическое изображение вибрации, которое структурирует пространство и порождает геометрические формы. Направо – сказку говорит. Информационный мыслеобраз наделяет жизнью все существующее пространством вибрации, которое выполняет роль несущей частоты. В радиотехнике это частота, которая содержит в себе всю основную информацию. Витражи, кинематика, ДНК, число π. То есть Пушкин в 2 строках передал основную суть мироздания – дуальность. Мало кто знает, что Пушкин был почетным членом РАН и оставил после себя научные труды, где изложил основные ритмы человечества как волнообразную структуру с определенными циклами, по которым развивается и повторяется вся история. А вот что Пушкин думал про женское и мужское начало, и что такое на самом деле золотая цепь. 2 потока, кота, которые ходят один направо, один налево. Космос Пушкина – то же, что Бог у христиан, Аллах у магометан. По Пушкину в космосе нет ничего, кроме вечного движения. Вечного, потому что происходит по кругу и не имеет ни начала, ни конца. В сумме это движение равно нулю, потому что имеет 2 направления – по часовой стрелке и против часовой стрелки. Принято называть движение по часовой стрелке мужским, мужского рода, а против – женским, женского рода. В космосе нет пространства и времени, нет количественных отношений. В космосе нет произвола и случайностей. Космос – это строгий порядок, это закономерность. Посмотрим, как изображали восходящие левосторонние и нисходящие правосторонние потоки древней культуры. Это простейшая двойная спираль, восточный ленточный орнамент. Орнамент на полу синагоги в Израиле. Веревочка – простейший вид плетеного орнамента, в котором отразилась техника плетения в 2 конца. Со всеми описанными ранее приемами варьирования встречается в византийских пергаментных рукописях XI век, на коптской ткани V-VI века, на деревянной двери храма X-XI века, Грузия, в русском книжном орнаменте XI век с угловатыми растяжками прядей, орнамент на скифской вазе, переплетенный ленточный орнамент, месопотамский, греческий, мавританский. Греческие орнаменты, элементы древнего русского зодчества, надгробия XVII века и снова уже знакомая нам символика. Примеры можно найти практически в любой стране и приводить бесконечно долго. Главное понять, что осколки древнего знания находятся у всех на виду и под носом. При этом все смотрят, но не видят. Причем же тут к этому всему звук? Как взаимосвязаны эти потоки? Вибрация, которая их порождает со звуком? Да самым непосредственным образом. Но для начала немного теории. Что такое звук и свет? Звук – физическое явление, представляющее собой распространение в виде упругих волн механических колебаний в твердой, жидкой или газообразной среде. В узком смысле под звуком имеют в виду эти колебания, рассматриваемые в связи с тем, как они воспринимаются органами чувств животных и человека. Как и любая волна, звук характеризуется амплитудой и спектром частот. Обычный человек способен слышать звуковые колебания в диапазоне частот от 16-20 Гц до 15-20 тысяч Гц. Звук ниже диапазона слышимости человека называют инфразвуком, до 1 ГГц – ультразвуком, от 1 ГГц – гиперзвуком. Количество периодов, колебаний в единицу времени, 1 секунда, называется частотой, а от амплитуды колебания зависит громкость. И вроде тут все ясно, и все это благополучно учили в школе, однако же тут есть один момент. Почему я обратил ваше внимание на то, что звук – это волна? Да потому что волной звук является только на диаграмме, то есть в двухмерной плоскости. Ежели взять звук в 3 измерениях, то мы получим спираль. Теперь попытаемся представить спираль в 4 измерениях. Для начала я покажу вам, как выглядит в 4 измерениях куб. Называется сие гиперкуб. Опять-таки, если обращаться к символике, то простейшей проекцией гиперкуба на плоскости является обережный символ аллатырь. Теперь, зная принципы 4 измерений, посмотрим, как в 4 измерении выглядит спираль. Это так называемое торсионное поле, которое генерируется стоячими волнами спиралями. А вот как в исламских, тартарских орнаментах переданы торсионные поля. Греческие орнаменты и тибетские орнаменты. Теперь представьте земной шар, расстояние между 3 этими культурами, и сделайте для себя конкретные выводы. Кстати, такая же тема есть и на территории Северной Америки у индейцев. Google, как говорится, в помощь. Свет также имеет свое звучание, изначально при этом являясь волной, спиралью, и имея определенную частоту. Отличие от слышимого нами звука в интенсивности и высоте звучания.
Свет измеряется в терагерцах, то есть в герцах, умноженных на 10 в 12 степени. Именно волновую, спиральную природу света демонстрирует знаменитый эксперимент квантовой физики с двумя щелями, впервые поставленный Томасом Юнгом. Спектр видимого света напрямую зависит от его частоты. То есть, по сути, свет является ультразвуком огромной интенсивности, так как любая волна-спираль имеет свое количество циклов или колебаний в секунду, частоту, и свою амплитуду, громкость. Спираль отличается от волны помимо длины и высоты наличием ширины, которая и задает трехмерную плоскость. Потоки и чакры. На пересечении двух потоков, которые были рассмотрены ранее, образуются энергетические центры, которые на нашем уровне именуются чакрами, что с санскрита, как известно, переводится как «колесо». В идеале все 7 основных чакр должны крутиться исправно, чтобы генерировать определенную частоту и соответствующий ей спектр, от красного до фиолетового. Простейшим символом восходящего и нисходящего потоков и чакр на их пересечении является кадуций. А вот рисунок на полях, который показывает 2 потока по вертикали, 2 по горизонтали, 7 чакр по вертикали и 4 по горизонтали. Это энергетический крест человека, опять-таки древнейший символ. Лучше всего основные и второстепенные потоки спирали, а также торсионное поле, которое ими генерируется, передают кельтские, скандинавские и древнерусские орнаменты. В первой части мы начали рассматривать чакровую систему человека как энергетические узлы на пересечении потоков. Продолжим эту тему. Поговорим о явлении резонанса и о возможности воздействия на чакры посредством звука и вибрации. Рисунок на полях, изображающий 7 основных чакр, и странный крест на куполе русской церкви со старинной гравюры. Изображение 7-й верхней чакры, Сахасрары, в точности соответствует этому кресту, место выхода нисходящего потока. Каждая чакра соответствует определенной ноте и определенному цвету, так как имеет свою частоту и интенсивность. Условная таблица соответствия определенного цвета и нот, если бы они звучали в слышимом нами диапазоне. Очень приблизительно основные спектры – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый – дают нам последовательность тонов и полутонов. Недаром эти два понятия есть как и в музыке, так и в живописи, которые приобретают диатонический звукоряд. Это всем известное до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Если брать звукоряд от ноты до, которая по современному строю соответствует 512 Гц. Опять-таки все зависит от интенсивности световой волны спирали, потому как трудно точно определить идеальный голубой или идеальный зеленый цвет. Недаром ведь даже в том же фотошопе такое огромное количество цветовой гаммы. И снова здесь связь с музыкой. Гамма — это и есть последовательное соотношение тонов и полутонов, то есть до, ре, ми, фа, соль, ля, си, 2 тона, полутон, 3 тона, полутон. Если пойти еще дальше, то можно обнаружить, что самый маленький интервал в музыке и самая маленькая общепринятая единица времени именуется секундой, второй с латыни. Только при определении времени секунда неделима, а вот в музыке она бывает большой, интервал равный 1 тону, и малой. Это также наталкивает на определенные размышления и ассоциации по поводу волново-спиральной сути времени, о которой я рассказывал в предыдущей части и которую мастерски описал в своих научных работах Пушкин. Но вернемся к чакрам. Только в русском языке, который не перестает удивлять зашитыми в его структуру знаниями, есть слово «позвоночник». Во всех других языках позвоночник называется по-разному, но так или иначе связан с корнями «ось», «ость» и «вертеться». Например, в английском языке позвоночник называется spine, в латыни – спина, что соответствует нашему спина. Однако же слово spin имеет еще и значение вращаться, крутиться. Позвонки в английском языке называются vertebrae, от слова вертеться, и имеют корень в латыни. Латинское слово osteo, кость, явно намекает на созвучные слова, такие как ость, остов, и имеет смысл несущего каркаса для определенной конструкции. Собственно, наше слово «кость» говорит о том, что данная часть тела крепится к кости или составляет костяк. Слова «воспитание», «воспитание», а также слова, оканчивающиеся на «ость», «радость», «благость», «ветренность», также показывают центральную ось человека, позвоночник, как важнейший центр, вокруг которого все вертится. Хочешь жить? Умей вертеться вокруг оси и закручивать жизнь вокруг себя, подобно Земле и любой планете Солнечной системы. Подобно нашей галактике,
подобно всему в мироздании. Потому что суть всего движения – это спираль из спирали, которая имеет определенное количество циклов за промежуток времени, частоту и, следовательно, свое звучание. Позвоночник же – это то, что идет по звонкам, то есть чакрам. И если нисходящий поток заходит без помех, то он, подобно ветерку, заставляет колокольчики звучать. Далеко не все знают название, месторасположение и основные параметры чакр в человеке. Давайте рассмотрим их подробнее. Муладхара – корневая нижняя чакра, ответственна за прием восходящего потока. Свадхистана – вторая чакра, ответственна за половую жизнь. Активный и важнейший орган, черпающий энергию из этой чакры, это яички у мужчин и яичники у женщин. Ключевой гормон чакры – тестостерон или стероидные гормоны. Чакра отвечает за сексуальную силу, мужественность и женственность. Манипура – третья чакра, чакра воинов, ответственна за умение управлять ситуацией и жизненными обстоятельствами, уверенность в себе, а также достаток и финансовое благополучие. От названия чакры происходит слово «манипулировать», потому как самый первый рычаг сегодняшней манипуляции – это деньги. Ключевые органы этой чакры – поджелудочная железа, селезенка. Гормоны этой чакры – это инсулин, глюкагон, соматостатин. Чакра Манипура обеспечивает жизненно важный энергообмен. Анахата – четвертая сердечная чакра, ответственна за любовь и сострадание. Чакра имеет в качестве ключевого органа тимус или вилочковую железу. Гормоны этой чакры – тимозин, тимолин, тимопоэтин. Органы чакры Анахата регулируют белковый и углеродный обмен, а также обмен кальция, усиливают секрецию гонадотропных гормонов гипофиза. Вишудха – пятая, горловая чакра, ответственна за голос, речь и коммуникативные способности. Ключевой орган – щитовидная железа. Гормоны чакры – тироксин и триодтиронин, которые регулируют основной обмен организма. Тот уровень энергозатрат, который необходим для поддержания жизнедеятельности организма в состоянии полного покоя. Кальцитонин участвует в развитии обмена кальция и развития костной ткани. Аджна – шестая чакра, иначе говоря, третий глаз. Здесь расположена шишковидная железа или ипофиз, в работе которого ключевая роль отводится гормону мелатонину. Чакра Аджна отвечает за интеллект и экстрасенсорные способности человека. Усиление этого энергетического центра напрямую связано с осознанностью личности, его разумом, достаточным уровнем развития центральной нервной системы. Неосознанный, невежественный индивид не способен в полной мере раскрыть чакру интеллекта и третьего глаза. Седьмая, последняя в этом списке чакра под названием Сахасрара – это место выхода нисходящего потока. Итак, зная, что основных чакр 7 по позвоночнику, и каждая из них имеет определенную частоту и один из 7 цветовых спектров, а также зная, что определенная частота формирует определенный геометрический рисунок, мы можем предположить, что на тонком плане действительно есть геометрические фигуры, которые формируются спиральным потоком чакр. Эти фигуры нам показывает восточная традиция. Гуглится это по запросу чакрас мандала. Посмотрите, очень сильно что-то напоминает, верно? Ну прям очень. Может быть вот это? Или может быть это? Или даже вот это? Понимаете, к чему я клоню? У Земли точно так же, как и у человека, есть свои главные чакры и чакраны. Чакры второстепенные, связанные с основными. Основные чакры, которые называют еще места силы, то есть выход мощных спиральных потоков на поверхность, являются центрами зарождения основных древних культур на разных ветках реальности. Ветка реальности – это опять-таки спиральный поток с определенной частотой, которая задает направление реальности. Ранее эти потоки шли параллельно и не пересекались, и каждый звучал на своей частоте. Когда же они сошлись, или кто-то их свел прямо как сэмпл на музыкальной дорожке, образовался диссонанс за счет того, что каждый из потоков звучал негармонично по отношению друг к другу. Из-за этого общую склеенную реальность, в которой мы живем по сей день, начало жутко колбасить. Начались катаклизмы, войны и так далее. Хорошего было мало. Так вот, все энергетические чакры планеты формировали определенные фигуры. Либо на физике эти фигуры начали проявляться сами, либо им помогли развитые культуры. Они помогали с одной стороны себе, так как усиливая места силы сакральными геометрическими строениями, крепостями-звездами, точно повторяющими контур этих фигур на тонком плане,
Они получали источник неисчерпаемой и безграничной энергии, а с другой стороны помогали планете развиваться за счет усиления потоков ее основных энергетических центров. Например, очень мощный выход силы есть в Киеве, в Киево-Печорской лавре. Потоки настолько мощные, что попадаешь как будто в другое измерение. Ну и надо ли говорить, что это тоже крепость-звезда? Киево-Печорская лавра, аэрофотосъемка, 1918 год. Если на уровне Земли этот метод усиления работы чакр очень действенен, то на уровне человека нельзя просто так взять и построить на теле геометрические звезды. Поэтому можно усилить действие чакр на нашем уровне, используя эффект резонанса. В частности, на этом строится наука Петрософия. Петрос – камень, София – наука. Поэтому Петроград – каменный город. Определенный минерал или кристалл, частота которого совпадает с частотой определенной чакры, запускает ее работу или усиливает ее действие. Как правило, цвет камня и чакры тоже совпадает по спектру. Определяется это простейшей вращающейся биолокационной рамкой. Впервые я встретил мужчину, продававшего минералы на эзотерическом фестивале, что проходил под Киевом. Именно на том, где впервые в своей жизни увидел торсионные поля, энергетические воронки, очень похожие на слив воды. Вокруг ярмарочного помоста, где мужчина продавал минералы, постоянно толпилось много людей, и каждый брал камушек, а мужчина при помощи рамки определял, правильно ли камень взял посетитель, его этот камень или не его. Очень интересная практика очищения камня звуком. Перед тем, как проверить сочетаемость частот, мужчина клал камень в тибетскую поющую чашу, несколько раз крутил вокруг и только потом давал камень интересующемуся. После того, как он обнаружил, что у меня идет пробой в районе копчика, он посоветовал взять мне черный аметист, и после этого планка закружилась словно сумасшедшая. На мой вопрос, это связано с чакрами и резонансом, я получил утвердительный ответ. И чувствовал себя так, словно Архимед, открывший свой знаменитый закон и закричавший «Эврика!». Вообще кристаллы использовали все древние культуры как источник энергии и как хранитель информации. Потому как кристаллы представляют собой самые правильные структуры, из которых соткано все пространство. Это открыл еще Платон, описав так называемые Платоновы тела, самые элементарные энергетические ячейки. Определенная частота спиралей формирует определенную форму кристаллов. Если кинематика показывает фигуры в срезе, то в нашем трехмерном пространстве все эти фигуры объемны, которые входят в основу кристаллической решетки одной из 5 стихий. Римский додекаэдр и кристаллическая решетка воды. Ну а самым простейшим способом воздействия на чакры являются музыкальные инструменты и человеческий голос. Последний действует наиболее эффективно, так как в голос можно вкладывать конкретное намерение и образ. Техника активации чакр по Джонатану Голдману. Найдя самую нижнюю ноту, которую вы можете спеть, и постепенно повышая немного высоту звука, при этом пропевая соответствующую гласную букву и представляя цвет конкретной чакры, вы приведете их в движение. Самая верхняя нота, которую способен издать ваш голосовой аппарат, соответствует самой верхней чакре. При этом очень важно ощущать, что вибрирует именно в том месте, куда вы направили звук. Техника очень действенная, рекомендую попробовать всем. У меня после первого раза полностью поменялся окружающий мир, свет стал не таким, плотность изменилась. Время пошло по-другому. Если же брать инструменты, которые эффективно воздействуют на чакры, то из новых это ханг-драм и глюкофон, а из традиционных – наши родные гусли, которые дают поистине потрясающий эффект. Отдельно хочется сказать про глюкофон, потому что на этом волшебном инструменте может играть любой человек, вне зависимости от возраста, пола и музыкального образования. И при этом это самый доступный космический инструмент на сегодняшний день, на котором вы можете сколько угодно играться с вибрациями и воспроизводить изначальный акт творения Вселенной. Гусли же, при прогуживании, когда человек ложится, на него кладутся гусли, и музыкант играет различные мелодии, очень здорово раскрывают третий глаз. И вообще верхние чакры вводят человека в расслабленное состояние музыкальной медитации. Очень часто людям приходят различные образы и символы. Они видят весь спектр цвета или же конкретные цвета, которые соответствуют конкретным чакрам.
Это все потому, что семеричность, которая пронизывает всю нашу культуру, присутствует и в гуслях, так как настраиваются они по диатонике до, ре, ми, фа, соль, ля, си и не имеют диссонансов. Изначально свет, преломляясь, разделяется на 7 основных спектров, а отражаясь от какого-либо объекта, он расщепляется уже на 12 полутонов. Шумерская музыкальная система и вообще их система счисления базируются на 12 полутонах и 60 ричности. Эта система лежит в основе нашего времяисчисления. 60 секунд в минуте, 60 минут в часе, 24 часа, 2 по 12, 360 дней в году, 360 градусов в круге. И в основе современной академической музыки. Если взять только белые клавиши фортепиано, то получится 7 последовательных нот до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Если белые клавиши с черными, их будет 12. Шумеры, левосторонний поток, женское начало, информация – основа всех лунных культов, в том числе иудаизма с христианством. Практически вся книга Бытия списана с более ранних шумерских источников. Шуйца – левая рука, Русь – правосторонний поток, образное мышление, мужское начало, умом нас не понять и так далее. Жили по правде, праву, ратовали за правое дело и так далее и тому подобное. Ханг, глюкофон и гусли – это те инструменты, которые лично опробованы мной. А так, в принципе, многие традиционные инструменты разных народов мира могут это делать. Например, очень круто это могут делать тибетские поющие чаши или звуки кельтской арфы. Вообще, вся древняя музыка имела 2 основных цели. Ввести человека в состояние измененного сознания и настроить весь организм, чтобы каждая его клеточка и орган звучали как один гармоничный аккорд. Измененное состояние сознания – это когда человек полностью сосредотачивается на звуке, и у него в голове нет мыслей. Именно тогда нисходящий поток беспрепятственно входит через темя, и человек сливается с Богом. Об этом поговорим в следующей части. Все древние жрецы, волхвы и волшебники, как правило, были еще и музыкантами. Ни одна мистерия или сакральное таинство, или церемония не обходились без сакральной музыки. Все шаманы, используя восходящие потоки земли, настраивались на нее посредством определенного ритма музыки и низкого горлового пения, применяя бубен, который является великолепным резонатором для сверхнизких частот. Также чакры напрямую связаны с основными железами организма. Яичники, тестикулы, селезенка, надпочечники, поджелудочная железа, вилочковая железа, щитовидная железа, шишковидная железа, тот самый 3-й глаз. Если учесть, что все есть вибрация, то у каждой железы есть собственная резонансная частота, которая соответствует нотам. И если мы прокачиваем чакру звуком, то мы воздействуем на физическом плане также и на конкретную железу, отвечающую за выделение определенного гормона. Сегодня разберем, что такое мысль, ее волново-спиральную структуру, что такое Святой Дух, нирвана, нисходящий поток и зачем нужно останавливать внутренний диалог. Для начала предлагаю послушать Сергея Данилова, который освещает знания, сохранившиеся в казачьем спасе. Что у нас тут получится? Не знаю, как это получится. Ну, точно получится. То есть вот прямую линию восстанавливаете. Вот здесь посередине находите точку. Если свое внимание помещаете сюда, вы выводите внимание из коры головного мозга, и у вас мысли могут остановиться. Вот здесь вы услышите свист. Прям услышите свист, а называется это в Великом Спасе упражнение сверчок. Постоянно свистит. Вот. Это хорошо. Уже люди будут, даже человеки. Такого. Поэтому не обращайте внимания, свист он постоянно будет потом, вообще он вас будет сопровождать постоянно. Это тогда, когда клапан открылся, сила начинает в вас ходить, а у вас канал еще тоненький, и он свистит, гудит. Поэтому, как начинает расширяться, потом будет все изменяться, частота изменяться, а потом вообще все пропадет. То есть вы сверхпроводником встанете когда и свист пропадет. Но это вот понятно, да? Поэтому внимание как минимум держите здесь, тогда мысли здесь не появляются. И что бы я ни говорил, вы не будете информацию с помощью вот этого органа вытаскивать с вашего позвоночника и ее сопоставлять с тем, что вы знали раньше. То есть вы тогда получаете новую информацию. Если вы начинаете сопоставлять, вы уходите в прошлое. Ловитесь на что? На ментального беса. Мы в полемику с вами вступаем. Мы с вами не встречаемся. Мы с вами что? Сталкиваемся. Сталкиваемся ментальными бесами. Поэтому эффективность получения информации падает.
Получается рассинхронизация времени психического и времени реального. Вот если вы опускаете внимание сюда, или, скажем, вот на подбородок или на пятку, там, да, вы тем самым сокращаете вот эту рассинхронизацию времени психического и времени реального. Попробуйте. То есть уберите внимание с головы, чтобы мыслей не было. Ну, на палец можете на свой, там, на указательный, внимание, чтобы он потеплело, чтобы тепло появилось здесь. Вот. Совершенно другой режим работы вашей психики. Поиграйте с собой. Вот сейчас вот вы этим занимаетесь. Периодически, да, будете выходить, будете за пределы выходить, будете к доске обращаться, к тому, что я говорю. Но вспоминайте, страшного в этом ничего нет, если вы вышли. Не надо себя за это дело вот каким-то образом винить, ни в коем случае. Это игра. Вот когда вы поймали себя на мысли, что о, внимание ушло, и оно у меня с пятки перенеслось, здесь уже появились какие-то мысли. Вот это вы уже поймали того беса, который вас уже схватил. Очень интересный момент про характерный писк или свист при отключении мозговой деятельности и вхождении нисходящего потока через родничок или темя. Это и есть частота звучания потока, которую мы можем услышать. Звучание чуть ниже ультразвука и нашего верхнего предела восприятия. Как верно говорит Данилов, обязательным условием входа нисходящего потока через темя, родничок, является отсутствие мыслей. Давайте поподробнее разберем этот момент с точки зрения волновой спиральной динамики. Общеизвестно, что работа мозга имеет определенную частоту от 1 до 4 Гц дельта-волны в спирали, от 4 до 8 Гц тета-волны, от 8 до 13 Гц альфа-волны и от 13 до 40 Гц бета-волны. Следовательно, мысли тоже являются по своей природе волнами спиралями, причем стоячими, и при постоянной работе перекрывают вхождение нисходящего потока, генерируя свое собственное электромагнитное поле. При дельта и тета работе мозга, состоянии глубокой медитации или дремы, поле значительно ослабевает, и поток получает возможность беспрепятственно войти через родничок и подключить человека к вселенскому мировому серверу под названием Бог, откуда напрямую поступает энергоинформационная составляющая, и что у нас, альтернативщиков, именуется инфополем. Фреска Михаила Врубеля «Сошествие Святого Духа на апостолов в Пятидесятницу», находящаяся в Кирилловской церкви в Киеве. В ней Врубель мастерски передал тот единый вселенский источник, к которому подключается человек при остановке мыслей. Описание и название этого явления в разных традициях самые разнообразные. Это и состояние нирваны, неравное восприятие мира, а цельное. Это и сверхсознание, медитация, снисхождение Святого Духа в христианстве, дзен в буддизме и так далее. И во всех практиках рекомендуется не только расслаблять ум, но и тело. Но зачем также важно расслаблять каждую мышцу в теле? А для того, чтобы устранить все мышечные сокращения, вызванные электромагнитными импульсами из головного мозга, которые также генерируют электромагнитное поле, и которые распространяются по биопроводам и биокабелям под названием нервные волокна. Каждую минуту десятки тысяч электрических импульсов передают сообщения между нервными клетками в нашем мозге. Чем меньше напряжения в биопроводах, тем лучше заходит поток. Это видео представляет собой трехмерную энцефалограмму головного мозга, снятую во время прослушивания медитации, разработанной в Институте совершенствования сознания. В наших программах используются частоты, которые невозможно услышать человеческим ухом, а вот мозг их прекрасно слышит и реагирует. Очень хорошо подключение к инфополю показано на фресках и иконах, которые изображают схождение на Христа Святого Духа, того самого нисходящего потока, который имеет вихревую природу. Такой же поток мы видим на постере фильма «Трон». А вот купол собора Святого Марка в Венеции. Мы видим такую же картину. Все апостолы подключены к серверу. И о чудо! Если мы посмотрим, как переводится слово «дух» на латынь, то увидим, что это слово напрямую связано со спиралью – «спиритус». Обратим также внимание на то, что Христос на всех изображениях правой рукой воспроизводит мудру жизни, которая является как бы антенной для приема или изменения направления потока или электромагнитного поля. Звук и мудры – это своего рода сжатие струн, смычок, смыкание, чтобы получить нужный звук, вроде как здесь. Электромузыкальный инструмент терминвокс – это первый инструмент такого типа. Это песенно-голосовой инструмент. В нем управление мелодией достигается посредством влияния на электромагнитное поле около инструмента.
Мудрость жизни усиливает нисходящий поток. Мудрость Земли – восходящий, или кундалини. Пирдионы – старая миниатюра из Кодекс Вергилиус Романус, 6 век нашей эры. Сергей Радонежский и Иисус Христос. Последователь учения Кришны и иранский царь. Мудрость Земли – прием восходящего потока. Заземление. При медитации скрещивание ног – это перекрытие восходящего потока Земли и настройка целиком и полностью на нисходящий. Прямая зависимость. Чем больше мыслей в голове, тем большим диссонансом они звучат по отношению к общему строю Тора и двум потокам. Например, если общее звучание электромагнитного поля человека, Тора, звучит в тональности до, то различные мысли, чаще всего прилетевшие извне, опять-таки тут присутствует волново-спиральная природа, звучат в тональности до диез или фа диез, являясь диссонансом и расстройством по отношению к до, в отличие от консонансов, то есть созвучий. То же самое можно сказать и про физический план, то есть про тело человека. Каждая клеточка, каждый внутренний орган имеют свою частоту и, соответственно, свое звучание, которые в целом дают гармоничный аккорд. Если же хотя бы один из органов по какой-либо причине начинает звучать чуть ниже, выходит диссонанс, поле ослабевает, и этот орган заболевает. Иными словами, если весь оркестр играет произведение по одним нотам, а один единственный музыкант будет играть совершенно по другим, то будет звучать фальшь. Современная медицина либо пытается приглушить музыканта посредством таблеток и препаратов, которые только усугубляют положение, либо увольняет его из оркестра путем удаления органа хирургическим путем. Однако же, если уволить первого скрипача или первого кларнетиста и не найти ему замены, оркестр звучать не будет, ведь некому будет играть главную сольную партию. В этом ролике будет много чисел и вычислений, которые я постараюсь показать воочию. Поэтому не пугайтесь формулам и исчислениям, я постарался передать максимально доходчиво тот материал, который хочу осветить. Чтобы осознать одну самую важную вещь, все в мироздании находится в ладу и гармонии и составляет набор гармоничных аккордов, которые, постоянно пребывая в движении и сменяя друг друга, представляют из себя мировую музыку, саму жизнь. Гармония сфер, гармония мира или мировая музыка – античное и средневековое учение о музыкально-математическом устройстве космоса, характерное для пифагорической и платонической философских традиций. Суть гармонии сфер в изложении Аристотеля следующая. Движение светил рождает гармонию, поскольку возникающее при этом движение звучания благозвучной скорости светил, рассчитанных в зависимости от расстояния между ними, и выражаются числовыми отношениями консонансов, созвучий. Божественный монохорд. Именно так Пифагор понимал устройство мира, как одну большую струну, натянутую между небом и землей. Любой музыкальный интервал – это прежде всего пропорция. Все созвучия, которые есть в музыке, выражаются в простейших соотношениях по принципу кратности. Например, октава до-до выражается в числовой пропорции 2 к 1, 512 Гц к 256 Гц. Чистая кварта до-фа, 4 по латыни, то есть расстояние в 4 тона, 4 к 3, 680 Гц к 512. Чистая квинта, 5 тонов, до-соль, 3 к 2, 768 Гц, 512 Гц. А большая секунда, 1 тон, 9 к 8. То есть всю музыку можно выразить через числа, а математические и геометрические пропорции заставить звучать. Например, если взять сумму всех углов равностороннего треугольника, квадрата, пятиугольника, шестиугольника, семиугольника, восьмиугольника и девятиугольника и перевести их в частоту, герцы, то мы получим гармоничный обертоновый ряд от ноты фа диез. И сумма этих значений всегда будет составлять 9, самое гармоничное число, которое в нумерологии объединяет свойства всех предыдущих чисел. Например, треугольник. Сумма внутренних углов 180 градусов. 1 плюс 8 плюс 0 равно 9. 180 Гц. Нота фа диез. Квадрат. Сумма внутренних углов 360 градусов. 3 плюс 6 плюс 0 равно 9. 360 Гц. Октава к треугольнику. 2 к 1. Нота фа диез. Пятиугольник. 540 градусов. 5 плюс 4 плюс 0 равно 9. 540 Гц. Чистая квинта через октаву. Нота до диез. И так далее. Послушайте это благозвучие. 180 градусов, которые находятся в треугольнике. Квадраты и круги, 360 циклов в секунду, звук повышается на октаву. Пятиугольник, его звук 540,
Он звучит как чистая квинта для предыдущих фигур. Интересно, что же это за тоны? Это нота фа-мажор. Она является чистой квинтой для ноты до-мажор. Продвигаемся дальше. Шестиугольник с суммой углов 762 тоже фа-мажор. А вот это семиугольник с суммой углов 900 градусов, ля-мажор. Ее нужно использовать, чтобы получить прекрасный аккорд фа диез в тричастной гармонии. В заключение восьмиугольник. Сумма его углов равна 1080 градусов. Еще одна нота до-мажор. Неожиданно, но геометрия может легко обозначаться с помощью музыки. Ее ноты создают наипрекраснейшие звуки. Совершенный трехчастный мажорный аккорд в тональности фа-мажор. Если то же самое проделать с простейшими объемными фигурами или платоновыми телами, мы получим тот же объемный звукоряд от ноты фа диез, но на несколько октав выше. Послушайте. Для примера возьмем фигуру тетраэдр, или многогранник, грани которого состоят из 4 треугольников. Сумма всех углов образует цифру 720, которая соответствует ноте фа-мажор. Следующая фигура куб. Составляющие его квадраты по 360 градусов каждый составляют в сумме 2160 градусов. Слушаем. — 2160 градусов соответствует ноте до-мажор. Мы еще вернемся к этому числу. Следующая фигура — октаэдр. Он состоит из 8 треугольников, сумма углов которых равна 1440 градусов, что совпадает с той же нотой фа-мажор, только выше по шкале. Икосаэдр составлен из 20 треугольников. Его число 3600 градусов. Поскольку 3600 вибрационных циклов равняется ноте ля-мажор, ее необходимо соединить с нотой фа-мажор следующим образом. Теперь давайте проверим учение Пифагора и Платона о том, что в макрокосмосе все так же подчиняется единой гармонии, и что скорости движения планет и галактик благозвучны по отношению друг к другу. Древние считали, и этих взглядов придерживался даже Иоганн Кеплер, что Сатурн издает звук низкого тембра, Юпитер звучит басом, Марс тенором, Земля контральто, Венера сопрано, Меркурий фальцетом. Я провел очень несложные расчеты и тем самым подтвердил учение о мировой гармонии. Делается это так. Вначале берется исходное количество дней, за которое конкретная планета совершает полный оборот вокруг Солнца. Например, Меркурий совершает полный оборот за 87,97 дней. Затем это число умножается на 86400, количество секунд в одном дне, и узнается значение в секундах. Например, для того же Меркурия 87,97 дней умножить на 86400 секунд равняется 7 600 608 секунд. И далее нужно узнать частоту вращения, то есть количество повторения циклов в единицу времени, конкретно в секунду. Для этого мы единицу делим на получившееся число. И теперь переводим все это в слышимый диапазон, поднимая это число на 34 октавы. Если получившееся значение все еще находится не в слышимом пороге, до 16 Гц, поднимаем еще на несколько октав. Зная, что октава – это соотношение чисел, которое дает при возведении в степень двойку, 2 к 1 – 1 октава, 4 к 1 – 2 октавы, 8 к 1 – 3 октавы и так далее, где количество октав – это показатель степени для числа 2. Мы умножаем получившееся у нас число на 2 в 34 степени и получаем 565,8 Гц. Цифр. Теперь смотрим на полученный результат и видим, что основные планеты, которые напрямую влияют на человека, вращаются вокруг Солнца в тональности ре-мажор, и только Земля дает благозвучный, но немного выдающийся из общего ряда до диез. Внизу представлена формула, по которой выполнялись расчеты, где n – период обращения конкретной планеты вокруг Солнца. Посмотрите видео, которое показывает, как звучат планеты.
Если копнуть еще глубже, то можно наткнуться на правила Тициуса Баде. Иоганн Тициус – немецкий физик и математик, который в 1766 году предположил, что все орбиты планет Солнечной системы отстоят от Солнца в четкой геометрической прогрессии. А Иоганн Баде, немецкий астроном, в 1772 году выпустил ряд работ, которые подогрели интерес к данной теме. Правило Тициуса Баде считалось теорией до того момента, пока в 1781 году не был открыт Уран, который практически идеально лег на предполагаемую последовательность. При этом в прогрессии недоставало одной планеты между Марсом и Юпитером, на месте которой находился пояс астероидов. Ученые называют эту некогда существующую планету Фаэтоном. Суть прогрессии заключается в следующем. Если измерить расстояние от Земли до Солнца, оно равно приблизительно 150 миллионам километров, а точнее 149 573 миллиона километров, и называется астрономической единицей, то, пользуясь некоторой формулой, придуманной Тициусом, можно оценить расстояние и до других планет. Rn равно 0,4 плюс 0,3 умноженное на 2 в степени n. Здесь Rn – среднее расстояние от Солнца до планеты, n – число, принимающее значение минус бесконечность, 0, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. При этом для Земли n равно единице. Подставляя в формулу вместо n единицу, получим, что для Земли Rn равно единице. Точно так же можно посчитать расстояние до остальных планет. Пронумеруем планеты, напротив каждого номера напишем цифру 4, прибавим к первой 0, ко второй 3, к третьей 6, затем 12, 24 и так далее. Каждую сумму разделим на 10. Теперь посмотрим, как звук формирует орбиты планет. Именно по причине воздействия внешней вибрации каждая из планет находится четко на своей орбите. Ор – порядок, бит – пульсация, вибрация. В небесной механике существует также понятие орбитальный резонанс, ситуация, при которой периоды обращения двух и более небесных тел соотносятся как небольшие. В результате эти тела периодически сближаются, находясь в определенных точках своих орбит. Возникающие впоследствии этого регулярные изменения силы гравитационного взаимодействия этих тел могут стабилизировать их орбиты. Плутон и некоторые другие объекты пояса Койпера, так называемые Плутина, находятся в орбитальном резонансе 2 к 3, чистая квинта с Нептуном. 2 оборота Плутона вокруг Солнца соответствуют по времени 3 оборотам Нептуна. Сатурн и Юпитер находятся почти в точном резонансе 2 к 5. Троянские астероиды находятся в резонансе 1 к 1 с Юпитером. Спутники Юпитера, Ганимед, Европа и Ио находятся в резонансе 1 к 2 к 4. Спутники Плутона находятся в резонансе 1 к 3 к
4, к 5, к 6. Близкое явление – спино-орбитальный резонанс, когда синхронизируется орбитальное движение небесного тела и его вращение вокруг своей оси. Меркурий обращается вокруг Солнца в спино-орбитальном резонансе 3 к 2, чистая квинта. То есть за 2 меркурианских года планета совершает 3 оборота вокруг своей оси. Луна при вращении вокруг Земли обращена всегда одной стороной, спино-орбитальный резонанс 1 к 1. Рисунок, который получается при вращении Венеры и Земли. Планеты в небе двигаются в изящных орбитальных моделях, танцуя под музыку космоса. В этих движениях существует больше математической и геометрической гармонии, чем мы думаем. Книга Джона Мартинео «Небольшая книга совпадений» иллюстрирует орбитальные модели и некоторые из их геометрических соотношений. Возьмите орбиты любых двух планет и проведите линию между двумя положениями планет за каждые несколько дней. Поскольку планета, двигающаяся по внутренней орбите, двигается более быстро, чем двигающаяся по внешней орбите, то образуются интересные модели. Каждая планетная пара имеет свой собственный уникальный ритм танца. Например, танец Земли и Венеры возвращается к первоначальному положению после 8 земных лет. Обратите внимание, что 8 и 13 являются числами ряда Фибоначчи. Земля, 8 лет помноженное на 365,256 тысячных дней в году, равняется 2922,5 дней. Венера, 13 лет помноженное на 224,701 тысячную дня в году, равняется 2921,11 дня, то есть 99,9%. Соотношение 3 к 11 соотносится в процентах как 27,3%. И период обращения Луны занимает приблизительно 27,3 дней. 27,3 дней также является средним периодом активности солнечных пятен. Соотношение самого близкого к самому дальнему расстоянию, которое Венера и Марс проходят в танце Венеры-Марса, равно 3 к 11. Земля вращается по орбите между ними. Размеры Луны и Земли вписываются в квадрат круга, как показано на этой иллюстрации. Периметры пунктирного квадрата и пунктирного круга имеют ту же самую длину. Периметр пунктирного красного квадрата равен 4 помноженное на диаметр Земли. 4 умножить на 7920 миль равняется 31,680 тысячных миль. Окружность пунктирного синего круга равна 2 помноженное на радиус. 2 умножить на 3,142 тысячных умножить на 5040 миль равно 31 667 миль, то есть 99,9%. Такая же гармония наблюдается и в других системах. Ранее неизвестные системы были обнаружены космическим телескопом Кеплер, который довел общее количество найденных им планет до 61. В 9 системах Кеплер выделил пары экзопланет, а в 2 других – планетные квинтет и трио. При этом в 5 случаях у Кеплер 25, 27, 30, 31 и 33 ученым встречались орбитальные резонансы типа 2 к 1. Другими словами, периоды обращения найденных планет по орбитам находятся в отношении 2 к 1, чистая октава. Еще 4 системы обнаружили резонансы вида 3 к 2, чистая квинта. Если же вернуться к микрокосмосу, к человеку, то обнаружится, что древние давно знали связь между планетами и космосом с телом человека. Именно поэтому вы сейчас в школьном курсе не найдете бесовское учение, по мнению христианской церкви, и псевдонауку, по мнению мирового научного сообщества, астрологию. Планеты влияют не только на физические органы, но и в первую очередь на чакры. Например, Солнце напрямую связано с солнечным сплетением, где располагается Манипура, энергетический центр человека, желтого цвета.